Ну, давайте действительно, а то не дойду так. Следующий вопрос. Ну, вопрос, почему на Земле воплощается сущность космического уровня? А потому что надо же кому-то, чтобы кто-то что-то кого-то двигал. Понимаете, если бы не воплощались высокие сущности, которые погибают, и так не думают о себе, не боятся и так далее, которые борются не ради себя лично, как раз то, что они делают, чаще всего им вред приносит. Вот до этого приходит, чтобы не допустить, чтобы вот всех сидящих, не только превратили в баранов, которые глотки так перерезали и так далее. Но в некоторых случаях люди тоже должны начинать что-то делать на своих местах. Вот, к примеру, насчет профсоюзов. Слышали, да? Объединение независимых свободных региональных профсоюзов, которые вот я тоже задействован и действую там. Так вот, это один из способов противостояния паразитической системы. Потому что каждый жилой дом может создать профсоюз дома, выбрать того человека, которому не доверяют, на маленьком масштабе дома. И по законам, которые они не могут отвергнуть сейчас существующей паразитической системы, если это профсоюз зарегистрирован официально, они имеют право решать очень многие вопросы, в том числе и выбирать, кто их будет обслуживать, какие цены и так далее, и так далее. Каждый дом может это сделать, правильно, в России? Каждый дом может собраться, довериться кому-то. Это не нужно всей стране, это вот масштаб одного дома, к примеру. Это в разговорах все просто. Давайте не... И компанию попробуйте выиграть, она грызет. А вот пока боятся, а что ж тогда хотите? Люди боятся, правильно, совершенно верно. Так, а сколько можно бояться? Вот скажите. Молчите, раз боитесь. Дрожите, пожалуйста, про себя. Вы знаете, так сказать, я, например, всегда воевал с самого начала, когда начал понимать кое-что, а начал понимать кое-что довольно-таки рано, я воевал, и, как говорится, мне предлагали выборы, которые делал, отказ означал смерть. И это не на словах. И вы знаете, даже и в 24 года я выбирал смерть, но не сделку своей совестью. Так вот, все зависит от человека. И вы думаете, что, так сказать, когда говорят, что человек не боится, это ложь. Чем отличается человек, который действует, что он просто в состоянии свой страх подавить. И когда кто говорит, что, так сказать, герои, они ничего не боятся, полная ложь. Герои боятся так же, как и все. Только герои находятся, я не отношусь к героям, просто говорю, других, чтобы не возникло такое, что я себя к героям причислил, а то скажут, вот себя к героям причислил. Я не считаю себя героем. Так вот, те люди, которые могут преодолеть свой страх, они начинают действовать. И могут и погибать. Ну и что? Дело в том, что, понимаете, что для человека важнее? Прожить жизнь на коленях рабом? Да, он, может быть, проживет, если ему позволят. Или все-таки попытаться что-то сделать. Я, по крайней мере, делал, и очень много мне удалось сделать. Так и не продавшись, и не предавшись, и несмотря сколько раз меня пытались убивать, и так далее, и так далее, и так далее. Это не теоретически убивать, а реально. И взрывали, и что только не делали. Поэтому, знаете, ситуация такова, что этот человек выбирает сам. Наши предки говорили, вольному воля, спасенному рай. Правильно? Так вот, смысл тут другой, что спасенный рай, то есть кто готов быть рабом, вот пускай ждет, вот когда он помрет, его обещали рай, он его получит, если, конечно, получит. А в вольном воле человек может вольным быть в любом месте, в тюрьме может быть вольным. Потому что воля – это не территория, не пространство, а вот здесь внутри сидит человек. И человек может бороться до последнего момента. Мне столько приходилось проходить в виде смерти. Друзья погибли, да, и самому приходилось видеть смерть в глаза не один раз. Сотни раз. Когда и так далее. Вы думаете, что мне приятно, что я радость получаю от этого, да? Я не мазохист, по крайней мере. Но я, по крайней мере, всегда боролся. И не только, когда меня пытались убивать, а с теми, кто это делает тоже. Почему меня пытались убивать. Так вот, вы знаете, если каждый человек на своем месте будет бороться,
Не революция, которая выгодна тем, кто это хочет сделать, а именно на своем месте. Вот, дом. Так вы попробуйте сначала сделать. Вы говорите, вот, не удалось. А вы сделали. Я привел пример с городом небольшим, который очистили от наркоманов, наркодилеров и так далее, и не только. Куда дели наркоторговлю? В тюрьме оказались. Только я, например, ввел бы закон за торговлю наркотиками 25 лет тюрьмы за первый раз. Сразу. Это привело бы, знаете, к чему? 25 достаточно, я думаю. Это привело, знаете, к тому, что стоимость наркотиков возросла до такой цены, что кроме как детей, таких как Прохоров, У Прохорова нет детей. ну я говорю, таких как? Я знаю, почему нет детей. Нет, 2 миллиона уже есть. Да, уже 2 миллиона есть. Он извращенец, по-моему. Я это тоже знаю, но это уже его личное дело. Не в этом дело. Я говорю, таких как Прохоров, только дети таких как Прохоров смогут покупать наркотики. Потому что чтобы человек рисковал возможность получить 25 лет за, допустим, на 1000 рублей, допустим, или 10 тысяч, или 100 тысяч рублей, я думаю, мало таких дураков найдется, правильно? А вот если рисковать $1 миллион ставка, еще кто-то пойдет. Поэтому, вы знаете, если бы законодательство было и не было продажных судей и прокуроров, которые тоже закон нужно изменить. Знаете, почему продажно возникает? А потому что в статье стоит от такого срока до такого, от 5 до 15, да? А совесть где у них? Человеческая. Секундочку. Совести не может быть того, у кого совести нет, по априори. Если у них философия, менталитет, ничего страшного. Дело в том, что я думаю, что это общий интерес, важный для всех, не только для этого человека. Дело в том, что вы говорите о совести, эта ошибка проецирует, что если у вас есть совесть, к примеру, это не значит, что у другого человека должна эта совесть быть априори. А если учесть тех, кто это делает, у них мировоззрение, менталитет такой, что совесть там не предусмотрена. Не предусмотрена просто. А вы хотите, что у них, а где же совесть? Так вот, как делать то же самое, чтобы завершить? 5 лет, 15 лет. И приходит потом представитель от судьи к адвокату обвиняемого и говорит, 5 лет стоит столько-то лет, столько сумму, такую сумму, 10 лет стоит такую-то сумму, но если ничего не будет, будет 15 лет. А если доказана вина, никаких не должно быть 5 или 10 или 15, должно быть сразу 15. Или какой-то определенный срок. Тогда исчезает сразу возможности таких махинаций. И можно продолжать долго. Много что можно сделать, если подходить, чтобы строить систему не по паразитическому типу, а по справедливости. Тогда все можно добиться. Только пока этой возможности нет. Потому что нужно изменить законы многие.